Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Сейчас ознакомлю, что пишет азербайджанское издательство Хаген-Азе. Американские аналитики прогнозируют драматичную войну между Азербайджаном и Арменией. Победит Азербайджан. В общем, вот сейчас граница Армении с Азербайджаном. Уже многие издания пишут, что сейчас назревает конфликт в Карабахе. И если он разгорится там, как сказать, с новой силой, то может и вспыхнуть война на границе Армении и Азербайджана. Так, влиятельное американское издание привлекает внимание экспертного сообщества к 10 самым важным конфликтам в мире, которые необходимо держать в поле зрения. Ну, главный конфликт это, конечно, в Украине, где воюет армия РФ и ВСУ. Сейчас там побеждают украинцы, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном. Издание остановило свое внимание и подробно прокомментировало сложившуюся ситуацию на границе Азербайджана с Арменией. Эксперты убеждены, что война в Украине оказала наибольшее влияние на новое соотношение сил на Южном Кавказе. Спустя 2 года после окончания войны в Карабахе Армения и Азербайджан идут к новой войне, считают американские аналитики. По их мнению, провал России в Украине нарушил первоначальные планы, связанные с регионом. Вот здесь на фотографии азербайджанские вооруженные силы. Американские аналитики озвучили неизбежный сценарий начала новой войны. В общем, азербайджанцы готовятся к новой войне. По прогнозам американских аналитиков, новая неизбежная война между Азербайджаном и Арменией будет кратковременной, но не менее драматичной, нежели 40-дневная война 2020 года. Издание напоминает, что Вторая Карабахская война, унесшая жизни более 7 тысяч солдат, завершилась безоговорочной победой Азербайджана. Вооруженные силы этой страны буквально разгромили армянскую национальную армию и обеспечили превосходство Азербайджана. По информации американских аналитиков, армия Армении испытывает большие трудности, в частности, нехватку вооружения. Напротив, поддерживаемый Турцией Азербайджан наращивает свой военный потенциал, к тому же Баку вдохновляет повышенный спрос европейцев на азербайджанский газ. Издание подчеркивает, что на фоне военных неудач в Украине Россия, призванная обеспечить режим прекращения огня, оказалась неспособной остановить новую эскалацию на армяно-азербайджанской границе. Ну, по всей информации, наоборот, что сейчас Путин сам нагнетает ситуацию в Карабахе, чтобы обострить. И чтобы, когда начнется война, быть на стороне Азербайджана, то есть поддержать Ильхама Алиева в этой войне, чтобы наказать Пашиняна за то, что Пашинян сейчас ведет такую политику против России. Конкретно уже все. Он повернулся лицом к НАТО, встречается с американцами, с англичанами, а Путину это не понравилось. Он и, я думаю, сам нагнетает эту ситуацию, чтобы началась новая война. Американские аналитики указывают на новые успехи и продвижение азербайджанских войск вдоль всей линии нового фронта. Ну, судя по карте, да, Азербайджан сейчас готов уже, он распределил свои войска по всей линии Армении уже, если что, будет дан приказ, и вооруженные силы Азербайджана пойдут в наступление. И вот тогда уже Армении я не позавидую, потому что азербайджанская армия совместно с турецкой армией разгромит вооруженные силы Армении и очень быстро. Потому что я вам говорил, что Армения, она, видите, вытянутая как колбаса. Ее в любом месте можно легко перерезать, в любом направлении. Вот, или Лачина, или здесь Зангизура, или здесь Джермука. В любом месте можно взять и все. Вот здесь самый узкий перешеек, допустим, и все. И взять под свой контроль полностью вот эти все территории. Ну и вот армяне, ой, извиняюсь, тоже, ой, здесь это издание пишет, что Азербайджан победит, типа, ну, не будет проблем, как сказать, все это закончить быстро и уверенно, тем более, если Турция поможет. После поражения в войне Армения
отказалась от требований предоставления особого статуса Карабаха, но прежде настаивает на обеспечении прав и гарантий безопасности армянскому населению. В свою очередь, Баку готов предоставить карабахским армянам права, которые пользуются прочие граждане Азербайджана. Ну и вот тут тройка лидеров: Путин, Ильхам Алиев и Пашинян. Так, о крахе посреднической миссии России на фоне ее военных неудач в Украине. Ну, ситуация, да, очень-очень-очень накалилась сейчас, я говорю. И теперь вот тут пишут, что Зангезурский коридор еще, да. Пашинян 2 года уже дурит голову, обещал открыть Зангезурский коридор, все подписал и ничего не выполнил. И поэтому ситуация, что Ильхам Алиев в этом году говорит, мы все, 100% откроем силой даже этот конкретно Зангезурский коридор, даже не будет спрашивать Пашиняна. Уже все, мы пойдем войска свои в бой, направим вот танки, вот эту всю дивизию, и мы пробьем этот Зангезурский коридор, и никто нам ничего не сделает. И, в общем, вот американцы говорят, что может скоро начаться война, понимаете. Ну, смотря как будет реагировать на это Иран, вот это большой вопрос. Какую сторону примет иранские муллы, эти руководители Ирана? Вот, если Иран подпишется помогать Армении, то будет тяжело, конечно, воевать Азербайджану. Типа, если свои войска еще направить сюда на помощь. Но это большой вопрос. Иран это как бы стоит союзник России. Вот в чем вопрос. Может, Путин надавит на этих иранских мул, скажет, не лезьте в этот конфликт. Типа, мы пускай сами решают этот вопрос. Ну, это, конечно, тут еще очень сложная ситуация, непонятная, как сложится все это. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.